Всем привет! Сейчас я нахожусь во дворе одного из заброшенных домов. Почему я сюда приехал? Дело в том, что меня очень увлекла история об этом доме. Дело в том, что в начале 2000-х годов в этом доме жил муж с женой. Но, как рассказывали соседи, они часто ругались, муж постоянно пил и бил жену. Ну и в конце концов случилось такое, что он убил свою жену и закопал ее где-то здесь, во дворе. Естественно, через какое-то время об этом узнали, и он сел в тюрьму. Но после того, как жену уже похоронили, местные жители и соседи после наступления сумерек видели во дворе странный силуэт, похожий на женский. Во дворе, а также в окнах самого дома, который часто появлялся с наступлением темноты. Местные жители так и посчитали, что, скорее всего, это призрак той самой женщины, которая была убита в этом доме. Спустя много лет муж вышел из тюрьмы, вернулся домой, но не прошло и 3 дней, как он повесился в этом доме. Люди, с которыми я общался, рассказали мне, что они считают, что это был мстительный дух той женщины, которая не смогла простить своему мужу ее убийство и ждала его все эти годы для того, чтобы отомстить. Но это, друзья, всего лишь легенда. И я приехал сюда для того, чтобы проверить ее. Меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». Всем приятного просмотра, я начинаю. Вот такой вот двор. Это получается как придворные постройки. Там вот погреб, но он, к сожалению, закрыт. Это сам дом. Двор весь зарос. Обычная русская баня. Здесь кто-нибудь есть? Конечно, друзья, здесь уже кто-то полазил, все что-то украл, что-то вынес. Вон все раскидано. За столько лет, конечно, уже все разворовано. В принципе, все как обычно. Сейчас проведем сразу эксперимент. Расставлю свечи.
Ну и в принципе продолжу. Так, запись пошла. Друзья, я поставил одну свечу в той комнате передней. Также там в проходе повесил еще колокольчики. И сейчас у меня эксперимент с радиоприемником, а также одну свечу я оставил здесь для того, чтобы смотреть, как она будет себя вести. Если здесь кто-нибудь есть, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-то есть, можешь мне что-то сказать? Друзья. Честно говоря, друзья, у меня сейчас просто мурашки по коже бегут. И свеча себя вела очень странно. На радиоприемнике, я не знаю, будет слышно вам или нет, но в какой-то момент было что-то похожее на какое-то слово, как будто что-то сказал кто-то. Может быть, это просто помехи самого приемника. Но свеча вела себя подозрительно и дергалась. Ветра в помещении, друзья, абсолютно нет. Здесь кто-нибудь есть? В общем, друзья, я решил, что сейчас я просто посижу в этой комнате, понаблюдаю за ситуацией, послежу, как будет вообще происходить что-то или нет. Если здесь кто-то есть, дайте мне знак.
Очень напрягающая атмосфера. Если в этом доме есть призрак, подай мне знак. Та дальняя свеча, друзья, дергается периодически. Но что я заметил, она дергается именно в тот момент, когда я отворачиваюсь от нее. То есть, когда я поворачиваюсь и указываю на свечу, смотрю на нее точнее, она дергается. Что очень подозрительно. Призрак этого дома, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. У меня есть свечи. Ты можешь затушить одну из них? Так, друзья, сейчас я пока оставлю здесь все именно так. Пройдусь, сниму вам дом. Выйду во двор, сниму, что происходит во дворе и придворных постройках. Затем вернусь сюда. Еще посижу какое-то время. Если ничего не будет происходить, то, скорее всего, покину это место. Опять дергается свеча. Так, друзья, я сейчас установил вторую камеру, которая будет следить за происходящим в доме, пока меня не будет. Вот только что, не знаю, на камеру попало или нет, но эта свеча, во-во, периодически странно себя ведет. Колокольчики вроде бы не звенели, но это было бы слышно.
знаю, друзья, происходило ли что-нибудь здесь за мое короткое отсутствие. Если что-то происходило, то, скорее всего, камера это должна была запечатлеть. Сейчас, друзья, в принципе, поставлю камеру, еще посижу несколько минут. Если ничто не будет происходить, то буду сворачиваться. Если в этом доме кто-то есть, дай мне знать. Призрак этого дома, дай мне знать. Ну что ж, друзья, я пробыл в этом доме 2 часа. И, в принципе, особо подозрительного чего-то я не увидел. А если что-то засняли мои камеры, то это все вы уже увидели в этом видео. Я могу выделить всего лишь пару моментов. Это момент со свечой. И та, и другая свеча вела себя подозрительно. Возможно, это был знак со стороны призрака, который обитает в этом доме. Есть еще вероятность, что в этом доме нет уже никакого призрака, и все, что происходит, это происходит из-за домового. А также на радиоприемнике я слышал подозрительный момент, который был похож на чей-то голос. Но, возможно, это были всего лишь помехи. Но сейчас я покидаю этот дом. Меня зовут Александр Кошкин, это проект Сверхъестественное. Всем удачи, всем пока.